Самый дорогой чемпионат мира в истории в разгаре. Да-да, ни для кого не секрет, что в его организацию Катар вбухал нереальные деньги – более 200 миллиардов долларов. Затраты FIFA примерно в 200 раз меньше. А как думаете, какая чистая прибыль получится в итоге? Если что, счет идет на миллиарды. Чемпионат мира – самый кассовый спортивный турнир, и в этом выпуске мы разберем его экономику. На что тратит FIFA, на чем и сколько зарабатывает, во что Катар валил сотни миллиардов долларов и сколько тратили другие страны-хозяева турнира. Разберем размер призовых и поймем, как Мундиаль влияет на экономику принимающей страны. Будет интересно. После каждого чемпионата мира, да и в целом раз в год, FIFA отчитывается о финансовых результатах. Из отчета 2018 года следует, что чемпионат мира в России стал самым прибыльным в истории. Выручка FIFA составила 5,3 миллиарда долларов, затраты 1,8 миллиардов, чистая прибыль 3,5 миллиарда. За 2 года до того турнира FIFA выкатила осторожный прогноз, оценив будущую выручку от ЧМ 2018 почти в 4 миллиарда, а затраты в 1,9 миллиардов. В итоге получилось и чуть-чуть сократить расходы, и больше заработать. На чемпионат мира в Катаре у FIFA тоже есть прогноз. В 2020 году планировали выручить 4,6 миллиардов долларов и потратить на все про все чуть больше 1,5 миллиардов. Но уже сейчас идут разговоры, что FIFA может поднять 6-7 миллиардов баксов выручки при плюс-минус тех же расходах. И вообще, в будущем оборот будет только расти. Например, в 2026 ждут прихода в 11 миллиардов. Давайте глянем, сколько FIFA тратила и зарабатывала на последних чемпионатах мира. Виден стабильный рост выручки примерно миллиард с каждым мундиалем. Примерно настолько же растет прибыль FIFA. Чемпионат мира не всегда приносил столько золота. Поначалу он вовсе был проблемным. Первый турнир проходил в Уругвае, и европейские сборные плыли туда полмесяца, из-за чего тренироваться приходилось прямо на палубе. Но и футбол в то время был любительским спортом. Переломный момент – 90-е, когда в футбол потекли большие бабки вместе с ТВ-контрактами и спонсорами. Отправной точкой, пожалуй, стал чемпионат мира 94 года в США. Мы знаем, как в Штатах умеют делать деньги. Только Лос-Анджелесу Мундиаль принес 620 миллионов долларов. Общая прибыль FIFA оценивается в 1 миллиард 450 миллионов. У турнира было как минимум 11 спонсоров. FIFA благодаря Штатам начала открывать новые рынки и экспериментировать со странами-хозяйками. А чемпионат мира дал США толчок в развитии сокера и МЛС. Доход крупных футбольных турниров, и чемпионат мира не исключение, состоит из 3 основных частей: ТВ-права, спонсорские контракты и прибыль от продажи билетов. FIFA не скрывает структуру выручки, даже прогнозной, и открыто делится ей. Больше всего 56% от всей суммы планируют заработать на ТВ-правах, аж 2,6 миллиарда долларов. Кстати, впервые чемпионат мира показали по телевизору в 1954 году, но о таких деньгах тогда и речи не шло. На втором месте маркетинговые права — 1,3 миллиарда. Это треть всего дохода. Дальше билеты и гостеприимство — 500 миллионов, лицензионные права — 140 миллионов и остальные более мелкие статьи. Медиаправа продаются по классике, отдельно по странам или кластеру. Например, катарский канал Аль-Джазира за 150 миллионов долларов купил права на показ на территории Среднего Востока и Северной Африки. Расследователи и Sunday Times даже писали, что этот контракт стал взяткой за ЧМ 2022 года. В этом соглашении еще до выбора страны-хозяйки был бонус 100 лямов, если турнир пройдет в Катаре. Еще есть пример России. Несмотря на все санкции, чемпионат мира в стране показывают. Изначально планировалось, что турнир будут транслировать ВГТРК, Первый канал и Матч ТВ, которые купили права у FIFA на показ ЧМ 2022 за 39 миллионов долларов. Около ляма составило вознаграждение телеспорту, выступившему посредником сделки. Но в итоге за несколько недель до старта Мундиаля стало известно, что все права полностью выкупил Матч ТВ. Видимо, Первый канал и ВГТРК решили, что затраты не отобьются и эфиры не будут рейтинговыми. Вот по такой схеме вещатели в разных странах покупают права на трансляции. Цену определяет рынок. Даже тот факт, что ЧМ 2022 проводится зимой, а не летом, принципиально ничего не изменил. Насколько чемпионат мира популярное событие, можно убедиться, глянув на цифры 2018 года. 3,5 миллиарда зрителей — это больше половины жителей планеты в возрасте от 4 лет и старше следили за чемпионатом мира 2018. Общее число тех, кто посмотрел дома хотя бы минуту трансляции, достигло 3 миллиардов 260
160 миллионов человек. Еще 309 миллионов зрителей смотрели игры на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах. Финал между Францией и Хорватией собрал 1 миллиард 120 миллионов зрителей, из которых 884 миллиона человек смотрели его дома по телевизору. Средняя аудитория прямых трансляций каждого из 64 матчей составила 191 миллион человек. Это очень-очень много. Финал чемпионата мира в Катаре по прогнозам могут посмотреть до 5 миллиардов человек. Кстати, с 2026 года на чемпионатах мира будут играть 48 команд, то есть доходы от ТВ-прав вырастут. А еще в перспективе FIFA планирует проводить чемпионат мира раз в 2 года. Именно на этой почве у них уже идут терки с УЕФА, который проводит Евро. Продажа маркетинговых прав – еще одна статья дохода. Есть иерархия спонсоров. Первая категория – партнеры. Это те компании, у которых долгосрочный контракт с FIFA без привязки к отдельному чемпионату мира. В этом слоте может быть максимум 8 фирм. Coca-Cola спонсирует FIFA с 1978 года. Сейчас компания платит организации в год более 100 миллионов долларов. Взамен получает полный пакет услуг и мощный драйвер для своего продвижения. Использование символики, всевозможная реклама на турнирах, стадионах, по ТВ, на видных местах. Плюс куча других опций. Вторая категория – спонсоры чемпионата мира. Они подписывают краткосрочный контракт с FIFA под турнир. Войти сюда можно за несколько десятков миллионов долларов. Слот также ограничен 8 компаниями. К примеру, чемпионат мира в Катаре будет спонсировать биржа Crypto.com. Их контракт оценивается в 40 миллионов долларов. Ну и последняя категория – региональные партнеры. Прайс пониже, но и сильно больших охватов, как в двух первых категориях, тут не будет. Вот так выглядела иерархия спонсоров на ЧЕМ 2018. А вот спонсоры и партнеры чемпионата мира 2022. Вообще, билеты не так давно стали отдельной статьей дохода. В цикле 7-10 они добавлялись к доходам от проведения соревнований. Тогда билетная программа принесла FIFA более 300 миллионов долларов. Катар – самая маленькая страна, которая принимала у себя чемпионат мира. Население государства около 3 миллионов человек. Территория тоже небольшая, но на посещаемости это не скажется. Показатели будут не хуже, чем на прошлом чемпионате мира, где было продано в районе 3 миллионов билетов. По состоянию на начало турнира на матче в Катаре реализовали 2 миллиона 950 тысяч тикетов. В основном тикеты покупали жители Катара, США, Саудовской Аравии, Англии, Мексики, ОАЭ, Аргентины, Франции, Бразилии и Германии. Катар готовится принять около 1,2 миллионов болельщиков. Кроме того, FIFA сказали, что побит рекорд по пакетам гостеприимства. Их продано свыше 240 тысяч. Это премиальные билеты, куда входят разные плюшки, типа обеда на стадионе, сувениров, доступа в закрытые зоны. И стоят они очень дорого. Друзья, вы только посмотрите, что за гора подарков. 30 призов, 30, из них только 15 топовых 40-ножек, залок и бутс. Здесь фьючеры, здесь ультры, здесь суперфлаи, здесь предаторы. Размер 11,5, 8,5, 7,5. Таких в Москве сейчас не найдешь. А официальный мяч Лиги чемпионов. Футболка сборной России с подписями футболистов прошлого сезона. Кружки Мяч Продакшн, книги, в том числе моя, другие футбольные, шарф Галатасарая прямо со стадиона, когда я снимал на выезд, AirPods Pro, iPhone 13, правда 13 мы покупали, потому что еще 3 месяца назад, но новый, еще запакованный, и Xbox. Все, что нужно сделать, чтобы это выиграть. Погодите, сейчас позвоню сначала Юрию, узнаю, что хочет он наверняка тоже будет участвовать. Юрий, привет. Да, Сань, привет. Посмотри на это. Посмотри, что ты хочешь выиграть, признавайся. Слушай, я бы, наверное, взял Xbox. Нафига тебе Xbox? Ну, камон, ты не играешь совсем. Какой Xbox? А я бы взял вот эти AirPods Pro, потому что я свои уже терял. Пусть про запас будут, честно. Или Future. Но посмотрите, какие они красивые. По-моему, это самые красивые пумы, которые только выходили. Ладно, итак, 30 подарков. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на телеграм-каналы ведущих Мяч Продакшн. Мой канал, основной Мяч Продакшн, где я часто делюсь своими аудиосообщениями по поводу прошедших матчей во время чемпионата мира, очень актуально. Телеграм-канал Юры Русанова про футбольную экипировку и экономику. И канал Васанта, где он часто делится своими прогнозиками. Все каналы с супер интересными постами. Одни из самых лучших, мне кажется, футбольных в целом в России. И все, что вам нужно сделать, чтобы
Выиграть один из этих призов — просто быть подписанным на все 3 этих канала. Перейти по ссылке в описании на наш канал основной и там нажать кнопку «Участвовать». Все. Перед Новым годом проведем прямой эфир, минут на 20, быстрый. Мы учли ошибки прошлого и выберем 30 победителей. Так что, вперед участвовать. По-моему, лучше условий и лучше призов нигде сейчас вы больше не найдете. Так что вперед! На фоне расходов Катара в 200 плюс миллиардов долларов, о них мы подробнее поговорим позже, траты FIFA кажутся скромными, всего 1,7 миллиардов. Все траты на инфраструктуру, оборудование и так далее берет на себя страна-хозяйка. FIFA занимается организационными моментами. Основная статья — призовые, 26% всех расходов. На этом чемпионате мира сумма призовых составляет 440 миллионов долларов. Это на 40 лямов больше, чем было в 2018 году. В 2014 году сборным выплатили 358 миллионов. Вот столько получат сборные в зависимости от занятого места. В этом году победитель получит 42 миллиона. Даже самая худшая команда гарантированно получит 9 миллионов. Стоит отметить, что страны могут выделять дополнительные призовые своим сборным. Немецкий футбольный союз, например, выложил в открытый доступ размер премий. За победу в группе каждый игрок получит 50 тысяч евро. За выход в четвертьфинал — 100 тысяч евро. За выход в полуфинал — 150 тысяч евро. За третье место полагается 200 тысяч евро. Второе место — 250. За победу каждый игрок получит по 400 тысяч евро. FIFA вдобавок платит 209 миллионов долларов клубам за участие их игроков на ЧЕМ 2022. Это 12% от всех расходов. В случае с Катаром этот пункт актуален как никогда, потому что ради чемпионата мира прерывается клубный сезон. Все команды, отправившие футболистов на турнир, будут получать примерно 10 тысяч долларов за каждый день, проведенный одним игроком на чемпионате мира. В общей сложности на это FIFA потратит 209 миллионов долларов. Больше всех заработают английские клубы. 38 команд суммарно получат 37,4 миллиона долларов. Манчестер Сити заработает 5 миллионов долларов. Это самый высокий показатель среди всех клубов. Но и это еще не все. У FIFA есть страховой фонд в 134 миллиона долларов. Из него перечисляют деньги клубам, футболисты которых получили травмы в матчах сборных. В целом, такая опция есть не только в финальной стадии ЧМ и касается, например, матчей квалификации. Помогает FIFA с организацией и проведением турнира местный оргкомитет, которому платят за это. Помимо призовых, FIFA оплачивает проезд и проживание игроков, оказывает поддержку персоналу и официальным лицам матча. Кроме того, FIFA предоставляет стране-хозяйке фонд наследия чемпионата мира, который в будущем будет использоваться для развития футбола в стране. С заявками на проведение чемпионата мира, как правило, творится что-то уникальное. Страны чуть ли не дерутся друг с другом за право принять у себя мундиаль. И каждую заявку сопровождает громкий коррупционный скандал. Пишут, что кто-то кому-то дал взятку, кто-то кому-то подарил яхту, кто-то с кем-то встречался за кулисами. Но в целом понятно, почему идет такая борьба. Чемпионат мира — это престиж, шанс поднять имидж страны, познакомить как можно больше людей со своей культурой и увеличить турпоток. В случае с Катаром это еще и часть большого плана по благоустройству государства. Для начала давайте глянем на сухие цифры. Сколько обычно тратят на подготовку к чемпионату мира? Катар — рекордсмен как минимум с 220 миллиардами. Россия потратила где-то 11,6 миллиардов, Бразилия аж 15. ЮАР не сильно раскошелился, всего 3,6 миллиарда на ЧЕМ 2010. Штаты в 1994 году ввалили 500 миллионов долларов. В целом, если у вас большая страна с развитой инфраструктурой, то можно особо не тратиться. Хороший пример — США 94. У них по стране много мультиспортивных вместительных арен и хорошо развитая инфраструктура, поэтому затраты не превысили и миллиарда. При том, что американцы могли вложить и большую сумму. В случае с Катаром, да, сумма в 220 миллиардов кажется огромной, но выделена она не совсем под чемпионат мира. В 2008 году Катар утвердил стратегию развития до 2030 года. Помимо экономической трансформации, диверсификации и прочих заумных терминов, были и более конкретные цели. По максимуму прокачать инфраструктуру, построить аэропорт, дороги, больницы, школы. Можете, кстати, глянуть, как преобразился Катар. На фото слева это он во второй половине прошлого века, когда еще не имел огромных нефтегазовых доходов. Фото справа — наши дни. Ветхие малоэтажные домики сменились небоскребами, и этот процесс продолжается. Почти все из 200 миллиардов мы вкладываем в инфраструктуру страны. А если говорить исключительно об объектах чемпионата мира, он получится не самым дорогим в истории, говорил министр финансов Катара Али Шарифа Аль-Эмади. Министр не обманывает. Вся спортивная инфраструктура, это строительство 8 стадионов, тренировочных центров и баз, обошлась примерно в 10 миллиардов долларов, возможно, чуть больше. Остальное — это новые дороги, сеть железнодорожного транспорта с нуля, больницы, аэропорт и да, даже целый город.
Он называется Лусаил, который принял матч открытия и примет финал. Его строительство начали в 2006 году, и на его месте была земля без единого здания. А в 2022 уже есть 80-тысячная арена. Стоимость Лусаила, где могут жить 450 тысяч человек, оценивается в 45 миллиардов долларов. На метро во всем Катаре потратили около 18 миллиардов. Этот транспорт по задумке поможет разгрузить дороги и улучшит экологию в соответствии со стратегией развития страны до 2030 года. Катару с населением около 3 миллионов человек не нужны 80-тысячные арены, поэтому вместимость некоторых уменьшит, а некоторые снесут. Большую часть трибун стадиона в Лусаиле разберут, а арена превратится в хаб. Там разместится школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны. Стадион 974 в Дохе вовсе построен из грузовых контейнеров. После чемпионата мира его просто разберут как конструктор. Как видите, FIFA, придумав чемпионат мира, нашла золотую жилу. Турнир приносит всем огромное количество бабла, а страны-хозяйки получают неденежный профит в виде улучшения имиджа, увеличения турпотока и так далее. Наверняка впереди нас ждет борьба между FIFA и UEFA за право проводить свои чемпионаты чаще. Вряд ли кто-то откажется так просто увеличить свою прибыль в 2 раза. Пишите, с какого чемпионата мира началась ваша любовь к футболу, какой турнир стал для вас первым, ну и удавалось ли вам вживую посетить матчи. Лично для меня самым ярким воспоминанием из детства стал чемпионат мира 2002 в Японии и Корее. По сути, тогда у меня все и началось. Заходите к нам в Telegram, там по-прежнему идет голосование за лучшую форму турнира. Ну и на канал подписаться не забудьте, для нас это очень важно. Если не видели прошлые ролики, обязательно сделайте это. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Любите футбол. Пока.